Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусную закуску из баклажан. Как обычно, готовится все очень просто, быстро, из самых доступных продуктов. Из овощей нам потребуется баклажан, помидоры и петрушка, либо можно использовать кинзу. Баклажан необходимо очистить от кожуры. Вес баклажана примерно 450 грамм. После того, как вы очистили баклажан от кожуры, нам необходимо нарезать его кубиками. Нарезать можете так, как вам удобно, любым удобным для вас способом. Самое главное, чтобы кусочки баклажан были достаточно крупные, примерно сантиметр на сантиметр, чтобы они не были сильно мелкие. Можете готовить сразу двойную порцию, так как получается очень вкусно. В видео я готовлю одну порцию, это примерно на одного взрослого человека. Нарезанные баклажаны выкладываем в большую емкость. Добавляем соль и оставляем примерно на 15-20 минут. Нам необходимо, чтобы баклажаны пустили сок. Когда добавили соль, вот так хорошо тщательно перемешиваем руками, можно ложкой, чтобы соль равномерно распределилась. Тем временем нарежем помидорки. У меня вот такие мелкие помидоры. Лучше всего, конечно, использовать черри. Они идеально подходят для салатов, но можно использовать любые. Самое главное, чтобы они были максимально ароматными. Нарезаем петрушку. Кстати, вместо петрушки можно использовать кинзу, либо использовать и петрушку, и кинзу. И очень быстро приготовим соус к нашей закуске. Готовится такой соус за считанные минуты. В емкость добавляем 2 столовые ложки соевого соуса, чайную ложку французской горчицы и столовую ложку оливкового масла, либо подсолнечного масла. Соус готов. Баклажаны пустили сок, и мне нужно сделать так, чтобы они были максимально сухими. Я их просушу бумажным полотенцем. Вот смотрите, они сейчас полностью сухие, и я к ним добавляю кукурузный крахмал. Можно заменить на картофельный, но самое главное, не заменяйте на муку, потому что мука у нас сгорит, если мы будем обжаривать баклажаны в муке. Крахмал перемешиваем, чтобы он равномерно распределился. Я уже тем временем включила сковороду. Когда сковорода нагреется, добавляю растительное масло. И в уже нагретое растительное масло добавляю баклажаны. Нам необходимо их обжарить, на это уходит примерно 5-6 минут. За счет крахмала у них будет хрустящая корочка. И сразу формируем салат. Я разрезала помидорки еще пополам, чтобы они были поменьше чуть-чуть. И сразу выкладываем на тарелочку помидорки. Затем я буду посыпать петрушечкой. И сразу выкладываю баклажаны. Казалось бы, настолько простое блюдо, жареные баклажаны, помидоры, петрушка и соус, но получается невероятно вкусно. Количество баклажан вы также можете регулировать. Я использовала один большой, вы можете использовать 2, чтобы было баклажан немного больше. Я все выложила на блюдо, и теперь остался последний штрих. Мы просто поливаем нашим соусом. Соус придаст пикантности нашему блюду. Французская горчица даст немножечко остроты, соевый соус добавит нам и солености, и более интересный вкус. Такая легкая закуска готовится буквально за 25-30 минут. У меня ушло ровно 25 минут на приготовление. Я думаю, для лета это отличный вариант к какому-то мясу либо рыбке.